Всем привет! У нас сегодня обзор Нивы, которая почему-то, я не знаю по какой причине, напишите в комментариях, если вы это знаете, стала одной из самых просматриваемых автомобилей у нас на канале. Это Нива, в которой недавно была установлена музыка, достаточно громкая, достаточно качественная. И владельцу показалось мало, он решил внести еще одно изменение в этот автомобиль. Ты видел? Смотри, кошка. Chito gorito, chito margarito, Чтобы установить пневму, конечно, Тиграна навыков было недостаточно, он только пружины умеет резать. Вот, поэтому мы привлекли очень известного в Ростове человека, Акаки Агангадзе, это основатель группы «Короткоходки Ростов». Он человек, который занимается любыми типами занижения, эти пружины режут пацаны, и пневму ставят, и короткоходки, все что угодно. Вот, привлекли его, и они вдвоем с Тиграном установили в эту машину пневму. Ну как с Тиграном? Тиграну пришлось потеснить музыку, которую он устанавливал. Сейчас мы вам это все покажем. А про пневму расскажет сам Акаки. Вот он сегодня к нам приехал. Всем привет. Рассказывай, показывай. Так, у нас установлена четырехконтурная пневмоподвеска, клапана Air Masters, 8-я магистраль, компрессор Беркут 20. Установлен пульт управления пневмоподвеской, позже покажем его вам. Вот. Ну что мы здесь сделали? Сделали такой домик для блока клапанов, как мы его с Тиграном назвали. Вот сними его, там будет снизу вот так видно. Вот, сделали второй этаж для компрессора, для того, чтобы сделать максимально компактно. Был сделан такой фальшпол специальный. И усилки у нас, Да, если вы помните, пол был до да, сюда. пол был до конца, усилитель стоял здесь. Тигран переставил усилители чуть сюда. Все сместили. Переставили вот сабвуфер, да, переделали фальшпол. Получилось как-то вот так, очень компактно, пневмо, музыка, Да, все рядом разместилось в маленьком багажнике. А ресивер на сколько литров? Ресивер 12 литров, компрессор Беркут 20, подкачка колес, реле давления стоит 8-10 атмосфер, то есть довольно шустрая получилась. Ну С да, она прям минимальным падает, я бюджетом, сейчас вижу. да. Также стоит принудительная кнопка отключения, вся система работает от зажигания. А скажи, основная цель какая была? Ну, для чего вообще установили? Клиент попросил, чтобы машина поднималась, так как на машине он ездит по полям. Вот. Надо было сделать максимально высоко, чтобы машина поднималась. То есть тут не... То есть это непривычная Не для для тебя занижения. работа, а у тебя Да, обычно просят пониже, а тут человек попросил Да. поднять машину и Нет, сделать. можно и пониже сделать, но это там в дальнейшем, если он захочет, сделаем ее еще ниже. В общем, вот такое продолжение получила эта инсталляция. Давайте посмотрим, что у нас изменилось в салоне. Я так понимаю, это просто пульт, да? Как? Да. Установили проводной пульт для того, чтобы не резать нигде салон, не делать дырки. То есть такой красивый металлический пульт. Имеет 14 кнопок, работает по принципу 4-2-1, так называется. Там 4 контура, 2 контура и 1 контур. То есть вот 14 кнопок. Полный подъем, полный спуск. Все 4 клапана срабатывают перед спуск, зад подъем, зад спуск. Ну и по отдельности каждое колесо. Ну, например, вот так продемонстрирую. Она резвая такая, да? Да, резвая получилась. Ну, Я это- не разбираюсь просто, это нормально? Или это вот... Да, здесь просто эта скорость такая получилась из-за самих клапанов, как бы 8-я магистраль на ней стоит, ну и реле давления тоже делает свое дело. Вот. И вот она сейчас в максимальном занижении, правильно стоит? Да, да, да. Пацаны, если вы, короче, сейчас мимино споете, это вообще будет эпично. Тигран опять семечки жрет, да. А я буду жрать вот это. Пацаны, по-братски, подпишитесь в инстаграме на них. Это не реклама, ничего, просто я хочу, чтобы это была реклама. Потому что это дорого, а я хочу похудеть. Если много подпишется, я скажу, вот из-за меня подписались, чтобы скидку мне сделали. Это у них в инстаграм, вот морковка Ростов. Они питание все делают, там ужин, вот там на ночь, полдник вот такой вот. Кстати, очень вкусно. Ну как вкусно? Для спортивного питания очень вкусно, для правильного питания. А, конечно, стейк с картошечкой фри какой-нибудь ничто не заменит. Все еще остается для меня самый непонятный вопрос. Акаки, как ты заехал к Тиграну во двор?
Не, я видел. Чтобы вы понимали, это не пневма, ребята. Это она на статике. Я просто там на BMW цепляюсь. Как ты заехал? Там такой достаточно нормальный подъем. Сейчас покажем. Вот, посмотрите. А бэха не низкая, надо сказать. Вот здесь, я не знаю, дощечки подкладывали вы или нет? Ну, как и с многолетним опытом посадочник. Поэтому, вот я не знаю как, но они как-то умудряются это делать. Вот на эту группу тоже подпишитесь, они там выкидывают постоянно всякие предложения, крутые тачки заниженные, да? Скидываете. Вот это. Ну, я еще в описании это укажу. Скидку нам, конечно, как я никакую не сделал для клиента, но зато сделал качественно. И это хорошо. Так, и что, надо музыку включить, раз эта машина сюда в этот двор заехала. Мы в прошлый раз без саба ее включали, по-моему. Сейчас надо запустить уже донастроенную, как есть. Тигран, включай! Что ты включил? Давай другую. Вот эту выключи. На 25 сделать это. И новости по Хаммеру. Закончено питание с правой стороны и установлены усилители. У нас стоит здесь литий, все разведено нулевкой Audio Extreme. Закреплено золотыми болтами, золотыми. Вот они, 12-тысячники.
Так, вот они 12-тысячники, вот они аккумуляторы. Вот он, Кузя и Артем, не в фокусе, что-то не может на вас камера настроиться. Так, в общем, вот питание, усилители, вот даже акустику уже установили, качественную. А он же не нужен? Кс-кс-кс-кс. Как это, смотри, ты машину уронил, кошка подлезть не может даже. Под Ниву. Слышь, а если сейчас Ниву опустить, кошки... Да?